Поэтому, да, я рассматривал варианты какие. Ну, на стройку я как-то изначально, не хотел, потому что вот бывает так, что мысли свои сформулировать не можешь, но ты понимаешь, что ты, не хочешь, не можешь, не потянешь, еще что-то. И со стройкой, то есть, вот такое отторжение было, что я вот чувствовал, что что-то это, не тот путь, да, не мой путь. Потом я уже вот в предыдущем видео говорил, что стройка это время, это ресурсы, это деньги на доставки, на проезд самому и так далее и тому подобное. И без гарантированного результата, потому что это время, а за это время может случиться что угодно. Там материал какой-то подорожал, какого-то материала нет или еще что-то. И я искал все-таки что-то более вот такое, что уже есть крыша над головой сразу. И поэтому, если стройку мы отметаем, то варианты какие я смотрел. Casa Rodante — это кемперы от 3,5 миллионов песо, это примерно $3000. Но за эти деньги, как правило, достаточно печальные варианты, во-первых, да. То есть, опять-таки, я не могу утверждать, потому что я лично именно Casa Rodante не ездил, не смотрел эти кемперы. Но есть опасения, что они, во-первых, могут протекать за эти деньги. Что они не такие уж и теплые, да, что они будут со сквозняками. Понятно, вот это тоже тот самый момент, да, когда у самого крыши над головой нет, а ты такой думаешь, еще, комфорт пытаешься найти в этой ситуации. И другой еще момент, который меня очень сильно отталкивал от Casa Rodante, это то, что они, выглядят очень хлипко. Есть ощущение, что там просто с ноги в любую сторону ударь, там в дверь или в стену, и можно ее вышибить. Опять-таки, это только мои ощущения, потому что я не сталкивался, не трогал лично руками эти Casa Rodante, я не знаю, как они на самом деле сделаны. Вот, в принципе, $3000, да, и он уже зачастую, а что там зачастую? Там просто матрас есть, 2 перегородки с дверцей под типа туалет, там какая-никакая раковина, да, унитаз, где-то есть, где-то нет, допустим, унитаз есть, раковина на кухне, наверное, есть, столешница какая-то есть, да. И это вот стоит там $3000. Но заезжай, типа живи, да? Как заезжай? Коммуникации подключай, место находи, куда поставить. В моем случае земля-то есть. Коммуникации подключай и живи. Мне не нравится Casa Rodante, то что это выглядит очень хлипко, очень ненадежно. За 3000 как ремонтировать, опять-таки, эту Casa Rodante, непонятно. Понятно, на крайний случай я уже думал. Casa Rodante можно и целлофановой пленкой замотать, да, ему крышу, там бока как-то замотать, но это такой геморрой. В плане безопасности не нравилась эта Casa Rodante. Если бы она стоила бы, там, я не знаю, косарь баксов, да, еще можно было бы подумать, а 3 косаря отдавать и потом еще пленкой крышу затыкать, и уходить из дома и бояться, проломят тебе там стену или не проломят, потому что я до конца не понимаю, какая здесь преступность. То есть, мы живем, вроде все хорошо, да, но в то же время там какие-то моментики, там, слышишь, там, чуваку там стекла побили на автобусе, у него дом из автобуса, ему там стекла разбили, еще что-то. И все равно, до конца не ясно. И в этом плане, то есть Casa Rodante меня отворачивает от себя. Второй вариант, который мне очень нравится, это кузов автобуса Мерседеса, вот этого старого, как мы смотрели с Надей, ездили моторхомы, смотрели вот эти старые, да. Вот мне очень нравятся вот такие кузова. Вот такой кузов, мне было бы по кайфу в нем жить. Мне бы очень хотелось, чтобы он стоял на участке, как это выглядит красиво. Мне это все очень нравится. Но тут момент какой. Во-первых, их не так много, а в хорошем состоянии их еще меньше. А третье, что они могут быть. Есть такой очень хороший кузов за $2000. Я его нашел, да, но он находится в 300 километрах от меня. И доставка выйдет примерно $800. То есть кузов... наверное, выйдет, 1000, короче. То есть кузов, 2 косаря и доставка еще косарь. То есть $3000 ты получаешь себе на участок голый кузов от автобуса с окнами. Визуально вроде не в плохом состоянии. Покупать его в моем случае, я думаю, надо не глядя. То есть ехать туда сразу уже. Или даже не ехать, а как-то договариваться, чтобы этот кран туда приехал. То есть ехать туда, его смотреть. Туда поедь, там где-то переночуй. Это все равно траты, хорошие траты. Не знаю, может быть, за $100 можно сделать, не знаю. Геморрой приличный.
Он визуально выглядит хорошо, как бы, ну, что туда ехать. Надо или ехать уже с краном, с деньгами совсем. То есть вот он показал видео, фото, как это все выглядит. Все, приезжаешь, забираешь его. $3000, этот автобус стоит у тебя на участке. Дальше что? Жить в нем холодно. Но это опять из серии рассуждения бомжа о комфорте, да? То есть, в принципе, крыша есть, от ветра защита есть, какие-то двери есть. В плане безопасности, ну, тоже окно разобьют, в общем-то, решеток нету, получается, да, их надо делать. Ну, люди как бы и без решеток живут. Но, с другой стороны, я разговаривал лично с парнем, который вот в автобусе живет, и ему, говорит, я, говорит, его пригнал, что-то, ну, еще, вот только-только пригнал, говорит, и что-то там в течение недели налаживал жизнь на новом месте. Прихожу, говорит, лобовые стекла выбиты. А лобовые стекла, это, ну, самое ценное. Боковые стекла ты можешь и из оргстекла заменить, правильно, доской забить, и пофиг. Ну, а лобовые ты их уже не купишь задешево. И плюс, конечно, визуально он их закрыл металлическим листом, там у него щели, никакого утепления. Вот, блин, он его так дорого купил. Это сейчас отвлечение от темы. Тоже он купил автобус без мотора, ему его пригнали за $8000. Это аргентинец, это чувак из Буэнос-Айреса приехал сюда на землю жить. Но там как бы это бывший моторхом, и там что-то от моторхома осталось. То есть там, видимо, матрас был, кровать, кухня какая-никакая, туалет какой-никакой. Но все равно, ну за это $8000, ну это просто жесть. И я когда тоже смотрел, думаю, банать, ну аргентинец себе купил вагон за $8000. А я тут русский, без знания языка, пытаюсь что-то там судьбу обмануть, да? Ну пока как будто выглядит, как будто получается что-то как-то выкручиваться. Но я к тому, что его надо утеплять по-хорошему. То есть в него вот прям заехать жить можно, да? То есть сюда уже можно холодильник завести. Почему-то для меня холодильник, я еще на той стадии спуска нахожусь, на которой для меня холодильник очень важен. В общем, автобус надо утеплять. Надо, да, холодильник туда можно поставить. Можно там что угодно поставить. Уже дверь какую-то сделать и закрыть. И это более-менее типа какая-то будет безопасность. Ну, жить, я думал, ну, пленкой отгородить пол холодильника, пол автобуса отгородить пленкой, да, купить палатку, матрас, положить это все как-то на пол как-то немножко, ну, тоже приподнять, утеплить там внутри, да. И, в принципе, можно выживать, и мне эта идея нравится, потому что у меня бы уже на участке стоял бы классный автобус, и, ну, это кайфово. То есть, и потихоньку его делать, да, но все равно она требует значительных вложений, потому что либо уже так и жить в палатке зимой, да, либо если, ну, в него вкладываться, то вкладываться там придется нормально. То есть утеплить автобус, он примерно, ну, 15-18 квадратных метров, все по кругу надо полы, стены, потолки утеплять, окна какие-то заделывать. Каких-то окон зачастую может не быть боковых, да, это надо, значит, металлом или досками. Плюс я все время же думаю о том, чтобы это все не протекало, как это правильно сделать. Короче, ну, по бабкам, в итоге вот 3000 голый автобус, и я думаю, надо еще вложить, ну, пару тысяч, это вообще минимум. А скорее всего и больше. Поэтому, смотрите, сзади какие домики из глины, вообще прикольные. Это мы уже на новом месте. Я думаю, в следующем видео покажу вам переезд. Немножко с опозданием идет. Кстати, хочу на Бусти начать. Ну, так получилось, что 2 месяца вообще не было контента. А сейчас прям там, грубо говоря, за неделю, за 2 уже там 4 видоса, ну, материала отснято. Сейчас там надо все монтировать потихоньку. Я хочу запустить Бусти, может быть, Patreon. И пока нет у меня идей, как бы, что там предлагать. По сути, предлагать особо нечего. Ну, вот сейчас есть видосы, которые еще не выложены в Ютубе, да. И я могу их в ранний доступ типа на Бусти залить с Патреоном. Поэтому, если есть любители таких сервисов, или если есть желающие поддержать меня, то можете вот перейти по ссылкам, подписаться. Поэтому автобус для меня тоже слишком дорого. И я начал смотреть, я не помню, как это попалось, как я пришел к этому приколу, но я начал смотреть изотермические будки. То есть по площади они, конечно, значительно меньше автобуса, как правило, да. Но были варианты значительно дешевле. И то, что это изотермическая будка, теоретически она должна быть утеплена, уже утеплена, да, не как автобус, а уже утеплена. И не надо в это все вкладываться. То есть это уже, по сути, у тебя крыша от дождя, стены от ветра и еще и толстые теплые стены от холода. Это как бы, ну, кайф. Стоимость таких будок в среднем, которые я видел, и плюс еще их больше, чем автобусов. То есть с автобусами беда в том, что
нормальный вот этот автобус за 2000 баксов я нашел только один на расстоянии 300 километров от меня, да. А изотермических будок выбора немного больше, не так много, как кемперов, но больше. То есть, в принципе, можно поехать в Кордобу, их посмотреть. И я, короче, стал смотреть на эти будки изотермические. Единственное, что, конечно, уменьшение площади там хотя бы с моих, которые я думал, там 15 квадратных метров, да, здесь в 2 раза практически урезается площадь. Я как бы никогда не планировал, никогда не занимался планировкой будки 8 квадратных метров для жизни. То есть вагончики я рисовал, что в принципе в вагончик 15 метров вообще шикарно можно жить. Будку я никогда, 8 метров никогда не разрисовывал, как можно жить в будке 8 метров. Ну и вот я на них смотрел, потом начал разрисовывать. И смотрю, что да в принципе можно жить, короче. В принципе, на 8 квадратных метрах жить можно. Мы, кстати, вот сейчас живем с соседом, парень русский. У него, он себе построил дом из дерева, но не он себе, он себе заказал, да, ему построили. Там у него, мы вчера мерили 10 метров квадратных, там что-то 9,8, что-то такое. То есть на 2 метра больше, чем в изотермической будке, примерно. Сначала, короче, попался офигенный изотермический фургон прямо в нашем поселке. За 2,5 миллиона песо, это $2000. Из нержавейки, такой симпатичный, прикольный. Сейчас я вам покажу его. И он в нашем поселке, никуда ехать не надо. Можно вот приехать, хоть посмотреть, что это такое, этот изотермический фургон. В общем, приехали. Прикольно смотрится, блестящий, все по кайфу. Но он что-то какой-то весь в достаточно плохом состоянии. В том плане, что внутренние стенки у него все как-то поотслаивались, поотваливались. Я не знаю, то ли там просто болты отвалились, шурупы. То ли, может, там просто рама выгнила под ними. И он просто вывалились эти болты из рамы, потому что рама сгнила. Потому что плюс у него внешняя сторона пропускает воду, там внутри стоит вода, то есть возможно, что реально просто рама сгнила. Ну, в общем, состояние вот в этом плане у него плохое. Он изотермический, там у него внутри пена, но он весь в воде стоит, короче. Ну, вот такой вагон. Пол промятый, пол тоже гнилой. И 2,5 ляма. 2000 баксов. И еще у него стоит машина без колес, без аккумулятора, какой-то каблучок. Без документов, потому что хозяин уехал куда-то в Италию. И он говорит, 3000 баксов плати и забирай все, короче. И машину вообще. И этот фургон изотермический забирай. Но я рад, что он нам попался, потому что это был такой первый опыт прийти этот фургон посмотреть глазами своими, пощупать, потрогать. Следующий мы нашли там в другом поселке, как бы в сторону нашей земли, чуть-чуть дальше. Поехали, в общем, утром сели на электричку, поехали в тот поселок. Тоже прикольный поселок, но я что-то ничего не снимал, вот в плане поселка. Приходим, там как бы тоже называется изотермический фургон, но он сделан как будто бы из прессованных опилок стены. И покрытые, как это правильно называется-то, вот эти лакированные панельки, как это, чем мебель, короче, вот эту из прессованных опилок покрывают. Как будто вот такая хрень, то есть тонкие стены, там сантиметра 2. Вот эти панели из прессованных опилок, они подгнили не слабо. Они грязнючие, походу, типа плесень. Выглядят они печально. Но фургон, конечно, предыдущий был там что-то 1,82 м высотой. Этот там чуть ли не 2,5 и тот был 4 длиной, а этот 5, по-моему. То есть он большой, но стен в нем как таковых нету. То есть, по сути, это какой-то каркас, да, который тебе надо самому потом что-то с этим делать. Может быть, имеет, за 2 ляма еще и что-то делать. Да, он на полметра выше, он комфортнее, он на метр длиннее, то есть там не 8, а 10 квадратных метров. Но там, каркас ты покупаешь, за эти деньги ты покупаешь каркас. Так я такой каркас могу и из дерева собрать, он как раз то на то и выйдет мне, такой каркас, он и выйдет где-то в 2000 баксов. Смысл. Рядом стоял забавный этот самый прицеп уже от грузовика, прям тоже рефрижераторный такой большой. Видно, что он там вообще старый, короче, ржавый, он вообще не работающий. Просто стоит, короче, у него там стены где-то пошорканные. И я такой для прикола, вообще прикольно, конечно. Он огромный, там уже не 8 квадратных метров, а там, наверное, 15-20. Я такой, что, сколько стоит? Он говорит, я узнаю. Потом мне пишет, говорит, 7000 баксов. 7000 баксов, его еще доставить, я не представляю, сколько может стоить. Это не мой вариант, в общем. Стало понятно, что вот эти белые изотермические фургоны, что они как будто бы вот все сделаны из вот этих вот прессованных опилок.
и мне особо не подходят, поэтому, ну, я просто внимательнее стал по фотографиям смотреть и понимаю, что да, вот эти белые изотермические фургоны, они все вот однотипные, короче, стены там это чисто так, просто от ветра. И вот в какой-то день мы поехали в Кордобу, там, пока я вот это все копил, эти объявления, скапливал, там уже один интересный фургон продали. Какие-то вот эти, я увидел, что они белые, что они вот из этих опилок, они уже мне не интересны. И был фургон в 40 километрах от Кордобы в другую сторону, то есть от меня до Кордобы там где-то километров 40, наверное. И еще от Кордобы в другую сторону еще 40 километров. И там фургон, и он стоит 1,5 ляма. Ну, я с этим чуваком договорился и поехал за этим фургоном. Меня чувак встретил на вокзале, там вокзальчик, город такой прикольный, маленький городишко, вокзальчик такой прикольный. И, короче, чувак меня встречает на Тойоте Тундре, везет меня к себе, у него ранчо, гектар земли, он занимается этими рефрижераторными фургонами, у него 3, по-моему, фургона. И у него в продаже сразу 2 фургона. Один, короче, белый, и он тоже вот как эти из опилков прессованных. То есть он, короче, это просто фургон, у него металлический. Короче, типа контейнер, да, морской, только фургон. Металлический, без утепления, без ничего. По-моему, по цене он что-то то же самое, если как бы не дороже, но он больше, все, но его надо еще утеплять. А вот этот, за которым я ехал, он стоит 1,5 ляма песо, $1000, 1200. И он прям у него, ну, очень толстые стены, по-моему, 10-сантиметровые, из пенопласта, короче, выглядят очень круто. Он невысокий, но я приехал, обрадовался, потому что он мне сказал, что его размеры, там что-то 1,70 м высота, что-то там 1,80 м ширина и что-то там типа 3,80 длина. Ну, ширина, длина еще как бы ладно, и то тоже неприятно, даже там при таких объемах даже 10 сантиметров решают. А вот высота 1,70 м, конечно, меня прям сильно расстроило. Думаю, блин, а как я там буду жить, а как ходить, ну это же вообще пригибаться. Вот. Ну, по факту я приехал, и оказалось, что у него высота не 1,70 м. Ну, короче, я там в полный рост нормально встаю. Вот, он теплый, утепленный. Там какая-то беда с полами. С полами там беда. То есть полы, возможно, предстоит что-то с ними делать, скорее всего, я так полагаю. Потому что они подсгнили. Ну и он хранит в нем какие-то эти лошадиные аксессуары. Там такой запах стоит. Вот, я не знаю, для чего он их туда положил. То есть он их просто хранит в качестве сарая, использует этот фургон. Или там все-таки есть какой-то неприятный запах внутри фургона. Потому что вот косяк изотермических фургонов — это то, что в них может быть запах. Смотря что там возили и что там с ним было, если он там произошла разгерметизация и какая-то вот жидкость зловонная протекла куда-нибудь вниз, то может этот запах там быть неприятный. Но с учетом, что полы там и так гнилые, и мне их, скорее всего, придется что-то с ними делать и вскрывать, то, скорее всего, что с этими полами, если там запах какой-то и есть, то с заменой полов запах-то и уйдет. Поэтому, собственно, я долго его смотрел, потому что, ну, непонятно, вот надо взять там и существенный кусок финансовой подушки, вот заинвестировать вот в эту будку, как бы, ну, тяжелое жизненное решение на самом деле. Я смотрел этот фургон со всех сторон, там эту рама сгнившая, я не очень шарю, типа, как это будет влиять там, ну, на дальнейшую эксплуатацию фургона. Вот так вот, вот в таких местах пробираюсь. Я к речке спустился. Вот, ну понимаю, что ну как будто надо брать. Я говорю, а ты уступишь? Он говорит, нет, я не уступлю. Тут одной только нержавейки, короче, до хрена по бабкам. Поэтому вот какая есть цена, такая есть. Я говорю, ну ладно, что? Говорю, давайте я предоплату внесу. Составили, короче, там фактуру какую-то. Короче, мужик красавчик вообще. То есть он этот фургон, я не знаю, ну он реально по цене и по качеству своему очень сильно отличался от всех других вариантов, которые я видел. Поэтому, ну, это вот мне с землей повезло. И точно так же мне сейчас повезло с вагончиком с этим. Поэтому вот такие дела.
Сейчас задача состоит в том, чтобы расчистить въезд, потому что участки жестко заросшие. Я хочу поставить его на самый верх участка, и там с него буду выходить с этого вагона и чувствовать себя королем просто. Там вид будет на горы, впереди моих 8 соток, тут Надиных 8 соток, никаких соседей особо, ну они там есть, ну, короче, нормально. Но как это все сложится, я не знаю, потому что, короче, он мне говорит, у меня знакомый есть на эвакуаторе, он может тебе привезти этот фургон. Я говорю, ну узнай за сколько. Он узнал, говорит, за 120 баксов, по-моему. Я говорю, блин, ну ништяк. А говорю, ну эвакуатор или манипулятор с краном. Он говорит, нет, без крана, вот просто эвакуатор. А мне, чтобы разгрузиться так, как я бы хотел, нужен манипулятор, который заедет, краном его зацепит и поставит его так, как мне надо, да? Потому что эвакуатор может только сгрузить вот жопой, куда он подъедет, вот он его как с самосвала вывалит куда-нибудь, да, и все. А я бы хотел там его повернуть, там еще что-то. Эвакуатор может не развернуться там в тех местах, как мне надо. Но манипулятор, короче, в два места узнал, мне назвали цены. Один сказал 480 баксов будет стоить, другой сказал 800 баксов. Вот. Сейчас рассматриваю вариант, что может уже привезти его на эвакуаторе за 120 баксов и найти какой-то местный здесь манипулятор, который, может быть, приедет и просто его переставит, да, но такое ощущение, что это успехом не увенчается. Такие сейчас мысли, что, скорее всего, его просто поставят, этот вагончик просто поставят туда, куда выгрузит эвакуатор, туда и выгрузит. Я постараюсь, я же еще не расчищаю этот участок, надо его расчистить и понять вот в том месте, куда я хочу, как там вообще. Ну, буду пытаться вот максимально туда, куда я хочу его выставить, а как получится, я не знаю. Вроде все сказал основное. Короче, такие новости, такие дела. Пока что двигаемся дальше, пока что двигаемся вперед. Вот такой вот выбор неочевидный, да, как бы не контейнер, не кемпер, не кузов от автобуса, не что еще. Короче, много чего не, а вот рефрижератор. Как будто бы опыта такого, ну, немного у людей. В целом я YouTube смотрел, как бы, ну, в российском YouTube вообще, ну, я не видел ничего. У англоязычных там находил, что люди делают из больших прицепов себе дома, да. Что я там себе сделаю? Но мне он нравится, да, мне нравится, что он еще и внешне из нержавейки. Я думаю, если вокруг него посадить какие-нибудь растения, вот какие-нибудь, у нас есть очень красивые тут лопухи такие огромные, и они будут отражаться в стенах этого фургона, короче, будет прикольно. Поэтому такие дела, друзья. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И посмотрим, что из этого выйдет. Пока-пока.